Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поделимся с вами практикой. Эта практика достаточно действенная, с помощью которой вы можете избавиться от безденежья, от всевозможных проблем, которые есть в вашей жизни, а также можете привлечь энергию здоровья, денежного благополучия и достатка в свой дом. И очень важно именно провести эту практику. Вам понадобится буквально 3 вещи, и эту практику вы можете делать в то время, когда вы чувствуете, что вот все у вас валится из рук, у вас ничего не получается. И вот эти 3 малюсенькие вещи, они обязательно вам помогут в жизни. Давайте с вами разбираться, в каких случаях вот эту практику мы с вами проводим, и как она поможет вам выйти из каких-то очень сложных ситуаций в вашей жизни. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «мечта», и пусть Вселенная все ваши мечты будут исполнять и помогать вам реализовывать. Только помните, мы с вами подглядываем и смотрим на знаки, на подсказки, которые подает наш ангел-хранитель, высшие силы, потому что многие люди игнорируют этого. Не стоит этого игнорировать, а стараться наоборот, нужно это все с радостью и с благодарностью принимать. Итак, давайте разбираться, в каких случаях эту практику проводить. Вы чувствуете, например, что на работе у вас постоянные какие-то ссоры, какие-то у вас скандалы. И что бы вы ни делали, хотя у вас есть, да, у вас свои прямые обязанности, но это вам не помогает, потому что в коллективе постоянно какое-то напряжение. Знаете, вот какой-то террариум, каждый друг друга пытается укусить, сделать неприятно, больно, подставить это. Это ужасная ситуация, но вы должны понимать и то, что каждый человек проходит определенные уроки в своей жизни. И вам также, скорее всего, если вы оказались в этой ситуации, нужно разобраться, потому что вот вы пишете комментарий: а если я сейчас уволюсь и приду на другую работу, у меня же не будет этого кошмара. Вы должны понимать, пока вы не пройдете жизненные уроки, а если вы придете на другое предприятие, не закрыв там вот энергетические свои долги, эта ситуация у вас будет повторяться, при этом это будет в таком вот, знаете, в удвоенном виде. Нужно? Нет. Поэтому разберитесь, поймите, остановитесь. И очень часто люди желают друг друга зла, но не могут понять и то, что когда вы отправляете кому-то зло, посылы негатива, это все возвращается к вам. И бывает так, что вы были в плохом настроении, кто-то вам что-то сказал, вы тоже человеку отправили. И, знаете, это накапливается. Это как, знаете, как копилка энергии, в которой вы накапливаете хорошее и плохое. И в какой-то момент вот это происходит, знаете, такой взрыв, в который вы начинаете уже ощущать на материальном плане. Поэтому, чтобы этого не было, не стремитесь энергетически отправлять кому-либо плохие, негативные посылы. Наоборот, всегда пожелайте каждому здоровья, благополучия пожелайте, улыбнитесь. Вне зависимости, это у вас директор, уборщица, или вы идете просто по улице и светит прекрасное солнце, просто радуйтесь. И когда вы говорите хорошие, добрые слова, запомните, Вселенная это вам тоже это отдает в приумноженном виде. Далее, когда эту практику еще очень хорошо проводить, когда у вас дома постоянная проблема, она связана со здоровьем, связана с отношениями, связана с деньгами, с непониманием семьи. И вот проводя такую практику, вы действительно будете ощущать и будете чувствовать, как ваша жизнь будет меняться. При этом она будет меняться не за секунду, потому что вы должны понимать и то, что самая простая такая ситуация, да, вы, например, дом строите, вы его не можете построить буквально за 5 минут, да, разрушить вы его можете быстро, но вот когда мы созидаем, когда мы что-либо строим, вне зависимости, это касается ваших вредных привычек, это касается каких-то принципов по жизни и так далее, человеку нужно время, чтобы перестроиться, знаете, как перепрограммирование должно произойти, если, то есть, даже вот самое интересное, недаром, вот, возможно, вы услышите коучев, всевозможных тренеров, которые говорят о том, что нужен 21 день. И наш мозг, он перепрограммируется. Даже человек, например, который просыпается в 10, в 11 утра, если он в течение 21 дня будет просыпаться по будильнику в 5 утра, поверьте, уже на 22 день мозг будет заставлять поднимать такого человека на ноги. Потому что мозг можно перепрограммировать. И ваше подсознание также. Поэтому учитесь себя перепрограммировать только на хорошее, на созидательное, на
на доброе. Конечно же, в нашем мире постоянно появляются люди, которые нам завидуют. При этом могут завидовать даже банальным каким-то вещам. Ну, например, вы себе позволили купить какой-то шарфик, хотя, возможно, вы его купили где-то на распродаже или на секонд-хенде. Но другой человек не знает всей подноготной и думает, что у него уже больше денег и так далее, и так далее. И вот начинаются такие вот процессы. Поэтому, чтобы этого не было, вы всегда должны быть немножечко внимательны, должны быть всегда быть осторожными. И тогда в вашей жизни действительно сюда будет изобилие и достаток и благополучие. Конечно же, не стоит не забывать о проводить практиках, о которых мы с вами поговорим. Итак, когда вот вы чувствуете, что вот у вас все не так, все валится из рук, то вы потеряли где-то деньги, кошелек, чуть ли не вас где-то обманули и так далее, вы должны понять, что вам нужно остановиться и вот провести вот эту практику. Для проведения этой практики нам, друзья, понадобится 3 вещи. И нам понадобится стеклянная емкость. При этом обращаем ваше внимание, стеклянная емкость, это может быть все что угодно. Это может быть пол-литровая банка, главное, чтобы она была стеклянная. Это может быть чашка, это может быть какая-то емкость. Главное, чтобы эта емкость, она не имела никаких повреждений, царапин и так далее. Это может быть даже чашка какая-то, которой вы не пользуетесь, но в данный момент для проведения этой практики она вам нужна. Далее возьмите соль, обычную нашу соль, вот каменную, которую мы используем. Так вот, берем, насыпаем соль в эту нашу емкость. Обращаем ваше внимание, еще один момент, что эту практику вы можете проводить в любой день, в любое время. Главное здесь несколько моментов, что вы должны находиться в хорошем расположении духа. Потому что когда вы делаете это лишь бы, то, к сожалению, лишь бы и вот так все получается. Поэтому, чтобы этого не было, постарайтесь эту практику проводить с любовью, с благодарностью. Представляйте себе в этот момент, что в вашей жизни все прекрасно, что все чудесно, что у вас все получается. Итак, какие нам предметы, друзья, понадобятся? Первое, нам понадобится предмет, это любой ваш предмет связан с вами, который вы носите каждый божий день. То есть та вещь, тот предмет, который соприкасается с вашим телом. Что это может быть? Например, это может быть браслет, это может быть любой браслет, который вы носите каждый день, который вы не снимаете. Это, например, может быть колечко, это могут быть ваши, например, сережки, это может быть заколка, которую, опять же, вы носите каждый день. Если вы то, что носите, оно у вас где-то поломано или надломлено, или где-то поклеено, для проведения этого ритуала это точно не подойдет. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Здесь вот эту вещь вам нужно выбрать в первую очередь на интуитивном уровне. Прочувствуйте, потому что бывает так, что, возможно, вы, например, носите какую-то резиночку каждый день или какую-то интересную там канатик, у каждого это свое, и вы можете это снять, не разрезая, используйте тогда для проведения этой практики. То есть, еще раз, первое правило очень важно, это личная вещь, которую вы носите каждый божий день. Да, вы ее можете там снять на 5-10 минут, но в общем понимании вы ее носите на протяжении всего дня. Далее, для проведения этой практики нам понадобится с вами монета. Монета именно желтого цвета, желательно поновее. А как ее правильно подготовить? Вам нужно ее взять, обязательно промыть под проточной водой. Когда вы откроете кошелек, посмотрите на эту монету. Эта монета вам обязательно, она вас притянет. Вы ее прямо почувствуете на энергетическом уровне. Она вам понравилась, берете ее, обязательно промоете под проточной водой. Хотите, можете с мылом это сделать, но достаточно будет и проточной воды. Но не так, что вы, знаете, вы еле-еле пальчиком дотрагиваетесь до нее, а именно в своих руках хорошенько ее вот так вы промываете. Представляете, что с нее убирается любой негатив, потому что вы помните, да, что вода имеет достаточно сильную энергию. Ну и третья вещь, которую вам, друзья, нужно использовать, это у нас с вами ключ. Это может быть любой ключ, главное, чтобы он был действующий и не был электронный. Сейчас вот эти, знаете, чипы появились, всевозможные электронные ключи, вот это нам не подойдет. Нам подойдет любой ключ, который рабочий, не поломанный, который действующий. Даже это может быть ключ, например, от вашей
вашей шкатулочки или ключ от какого-то вашего сундучка. Но главное, чтобы это все было рабочее. То есть, если оно где-то там что-то поломано, оно не срабатывает и так далее, это точно не тот ключ, который вы будете использовать для проведения этой практики. Итак, что мы дальше делаем? Итак, мы подготовили с вами 3 предмета. По большому счету, эта практика, она очень-очень быстро делается. Тут просто ваша задача найти вот те 3 предмета, которые вам на интуитивном уровне, вот вы к ним притянетесь. Бывает так, что вот вы решили сейчас провести эту практику, но вот перед вами пустота. Вот в данную секунду это значит не время еще, значит вам нужно что-то, вы не готовы, или возможно вы расстроены, или возможно бывает так, что вы сейчас просмотрите это видео, вам позвонит ваша подруга и расстроит вас чем-то, какими-то сплетнями, какими-то ненужными словами и так далее, и так далее. Поэтому ваша задача найти то время, с помощью которого вы сможете сонастроиться с энергиями, которые идут из космоса. А вы знаете, они идут постоянно и в безграничном количестве. Итак, что мы делаем? Итак, мы берем наши 3 предмета, мы ложим в соль, вот полностью в соль, без какой-либо воды, без ничего. Просто берем, ложим в соль и желательно хотя бы на 1 час. Хотя бы. Вообще идеальный вариант, если вы возьмете именно эту емкость с нашими предметами, оставите на кухонном столе, он должен быть чистый, и на целую ночь. А утром вы все это стряхнете и будете использовать, как вы обычно используете. Но если у вас нет по какой-то возможности на целую ночь, то хотя бы на 1 час. Что мы дальше делаем? После этого вы достаете эти вещи и раскладываете по своим местам. То есть, если вы эту личную вещь одеваете, возьмите, наденьте. Если мы говорим о монете, то вы можете это положить к тем деньгам, например, которые вы аккумулируете на данном этапе на какие-то свои там цели, задачи, на обучение или, возможно, на путешествие или на покупку какой-то бытовой техники. Ну, а ключ верните в то место, где у вас он обычно должен быть. Но помните, это все не должно быть ни в коем случае на видном месте. И еще, когда вы будете класть эти вещи в соль, 3 вещи, да, вот каждую вещь, когда кладете в соль, говорите следующие слова. Негатив изгоняю, достаток прибавляю. Истинно да будет так. То есть вам вот эти слова нужно было сказать ровно 3 раза. Практика достаточно быстрая, просто вам нужно просто быть сосредоточенными. Провели, и вы увидите, как в вашей жизни начнут изменения. Если у вас все слишком печально, вот проблема на проблеме, тогда эту практику хотя бы делайте раз в 3 дня на протяжении 14 дней, для того, чтобы вот вытеснить этот негатив из своей жизни. Что мы делаем с солью? Эту соль обязательно нужно выбросить, потому что она впитала весь негатив и отдала этим вещам вот те энергии, которые нужны вам на данном этапе в жизни. Помните о том, что Вселенная, она знает, что вам нужно в данный момент, в данной ситуации, поэтому обязательно вам поможет. То же самое касается чашки. Чашку, пожалуйста, вот эту емкость больше старайтесь не использовать на кухне, для питья, там, для чего-то вы там готовите. Ни в коем случае это уже нельзя использовать. Обращаем на это ваше внимание. А соль, как вариант, можете выбросить в канализацию и смыть. Или взять черный пакетик, насыпать туда эту соль, и опять же мы выбрасываем, а эту емкость, в которой мы проводили практику, мы тщательно моем и до следующего раза. Вот такая, друзья, вот простая, но в то же время очень действенная практика вам очень будет нужна. Также вы вместо ключа можете положить зеркальце, только маленькое зеркальце. И это зеркальце вы можете купить для проведения этой практики. И вы это зеркальце можете класть себе под подушку, где вы спите. Тогда вам не будут сняться кошмары, пропадет бессонница, вам как-то вы себя будете чувствовать намного комфортнее. Поэтому обязательно попробуйте эту практику и желательно ее провести в самое ближайшее время, особенно если вы почувствовали, что в вашей жизни есть какой-то негатив, есть какие-то не очень хорошие моменты. Вот, друзья, вот сегодня хотели с вами вот такой вот важной, ценной и интересной информацией поделиться. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни, друзья.
А прямо сейчас в комментариях обязательно напишите: я, ваше полное имя, привлекаю изобилие, достаток и благополучие. Пусть Вселенная вам помогает, оберегает вас. Помните о том, что всегда нужно обращаться к высшим силам, к своему ангелу-хранителю. Они настолько могут вам оказать помощь, главное им говорить. Знаете, они как наши помощники, и пока вы не скажете, они будут ждать до последней минуты, пока вам не будет угрожать какая-то реальная опасность. Так что вот такой вот, друзья, очень важной ценной информацией мы хотели сегодня с вами поделиться. Друзья, прямо еще раз повторяем, ставим лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.